В этом видео мы с вами поговорим про аккордовый chord track и chord pads. У нас сейчас загружен синтезатор RetroLog, стандартный синтезатор от Cubase. И мы хотим сказать ему, чтобы он играл какие-то аккорды. Но мы не знаем какие и не знаем с чего начать. Что мы можем с вами сделать? Рассмотрим несколько вариантов. Заходим вот сюда, тыкаем правой кнопкой мыши и нажимаем ADD Chord Track. Теперь мы должны активировать наш RetroLog. Для этого мы тыкаем вот сюда, загорается красная кнопка. Мы берем с вами вот этот карандашик и тыкаем на аккордовый трек. У нас создался какой-то файлик. Мы с вами берем мышку, тыкаем 2 раза в этот крестик, и у нас открывается вот такое вот окно. И здесь мы можем с вами задать, какой аккорд у нас будет играть. Допустим, мы хотим начать с до минора. Давайте поставим еще 3 квадратика. Опять тыкаем 2 раза. Здесь мы хотим, например, мажор. Здесь мы хотим мажор. А здесь мы хотим выйти, например, тоже на мажор. Хорошо, у нас получилась вот такая гармония. Теперь мы можем с вами поменять, например, грув. У нас идет вот все на ровные части, да, мы чуть-чуть смещаем. Теперь, если нам нужны MIDI-ноты этих аккордов, мы можем их взять, выделить так. Взять левой кнопкой мыши их и перетащить на дорожку с нашим синтезатором. И у нас появляются MIDI-ноты. Мы можем с вами менять аккорды, какие мы хотим использовать. Конечно, если нет музыкальной теории и представления о том, какой дальше аккорд можно использовать, это совсем не проблема. Cubase нам подскажет, что мы можем с вами сделать. Для этого мы заходим в Chord Assistant и выбираем Circle of Fifths. Здесь мы с вами можем задать нашу тонику, и он нам подскажет, какие аккорды хорошо будут сочетаться между собой. Смотрите, у нас сейчас до минор. Давайте зададим тонику до минор. Выбираем здесь минор. И вот здесь, вот в этой графе, вот здесь мы должны выбрать до минор. Вот смотрим, он у нас вот здесь. То есть мы щелкаем вот на эти кнопочки и выбираем тонику до минор. Вот у нас появилась тоника до минор. И теперь то, что оранжевое, будет хорошо звучать вот в тонике до минор. И то, что зелененькое сверху, также будет хорошо звучать. Возьмем сейчас, к примеру, вместо этого аккорда. Вместо этого аккорда мы возьмем, ну также оставим ре бемоль, и вместо фа возьмем си бемоль, к примеру. И у нас получилась вот такая гармония. Если мы хотим поменять аккорд, например, нам этот не нравится, мы можем поменять, скажем, на другой. Этот мы также можем поменять на другой. Здесь мы можем взять какой-нибудь, который звучит немножечко специфично, да? И получается. Также мы можем с вами менять аккорды, делать их более интересными. Например, есть всякие сусы, есть семерки, девятки. В общем, любой аккорд вы можете здесь составить. Или, допустим, мы с вами сделали здесь sus4, да? Давайте это скопируем. Ставим здесь аккорд. Изменим его на мажор. И вот классический такой ход получается у нас.
вы опять же можете это все перенести в MIDI и работать уже с MIDI. Еще один момент, вы можете загрузить аккордовые пэды. Для этого нам нужно открыть MIDI файл и аккордовые пэды. Здесь мы с вами можем вот к этим пэдам подгрузить вот эти наши аккорды. Например, взять их прям и вот так вот перетащить. И теперь у нас эти пэды привязаны к нашей MIDI клавиатуре. То есть получается, мы можем делать уже какие-то грувы. Все вот эти аккорды, они будут у нас звучать как бы правильно, да, для слуха, потому что они будут построены на основании теории. И вот то, что вот здесь нам говорит, что если ты будешь использовать вот эти аккорды, они будут звучать хорошо и будут близки к нашей тонике. Вот, то есть вы вот эти, конечно, тоже можете использовать, но будет уже немножечко так, ну, как бы отдаление от нашей тоники, да, и немножко будет непривычно для слуха. Но это не означает, что это будет звучать как-то плохо или мимо. Главное, слушайте, чтобы было интересно. Вот эти аккордовые пэды, они также меняются. Мы можем здесь выбирать наши аккорды, либо мы можем уже подгружать готовые пресеты. Например, мы хотим использовать, ну вот, ми минор, да, хорошо, выбираем ми минор, подгружаются аккорды ми минора, и мы можем ими и играть. Например, вот классический ход из эпик треков. Опять же, это все кастомизируется, выбирайте любые аккорды, какие вам нужны. Но опять же, если вы запутались, какие аккорды вы можете использовать, вы всегда можете зайти в подсказки, выбрать тонику, которую вам нужно, изменить ее. Скажем, вы пишете все в ля миноре, да? Вы выбираете себе тонику ля минора. И щелкайте, например, и понимаете, что вот такая последовательность звучит то, что вот вам надо, да? Хорошо, и вы просто перетаскиваете на аккордовый трек, либо на аккордовый пэд, либо создаете потом MIDI. Можно прямо перетаскивать вот так, если вам это удобно. То есть, в принципе, Cubase вам подскажет, что нужно сделать, чтобы написать верную гармонию.